Самое слабое место Екатерины Никишевой. Слабое место. Я собиралась бороться в Омске, у меня там был рамфайт с Ольгой Шлижевской. У меня не получилось подготовиться, ну и отказать. Если я уже дала согласие, я просто не могу взять и отказать. То есть человек-то готовится. Мне хотелось хорошо выступить, но не получилось. Кто-то сказал после Омска, типа, зачем ты поехала? Ты уже чемпионка, да, и ты там портишь свое имя. Да не в этом дело, я гжовый, да. Генетика или труд. А вот меня достаточно часто просят там различные бары, различные шоу, торговые центры, да, организовать какую-нибудь подобную движуху, я бы так это сказала, но у меня есть какое-то вот внутреннее отторжение. Некоторые из подписчиков пишут нам, что инвалидов-спортсменов не стоит показывать, они вызывают неприязнь и брезгливость. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет, может быть, они правы. Самый запоминающийся в вашей карьере поединок. Если у вас такой, если есть, то расскажите о нем. Что вы больше всего цените в мужчинах? Каким он должен быть, по-вашему, настоящий мужчина? Сегодня в объективе нашего канала четырехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по армрестлингу Екатерина Никишева. Ну что, красивая девушка? Да, хороша. Здравствуйте, Руслан. Я хотела вам записать видео прямо из тренажерного зала, но, к сожалению, не получается, там очень шумно, поэтому перебралась в спортивный зал и запишу вам отсюда. И первый вопрос. Екатерина, армрестлинг для вас больше хобби, работа или стиль жизни? Это точно не работа моя, да и хобби, наверное, я не могу назвать, потому что это такое любимое занятие. Это любимое занятие, какая-то определенная страсть, которая дает эмоции, мало сравнимой с чем-либо еще. Что вами движет, когда вы готовитесь к соревнованию? Те вершины в этом спорте вами уже взяты. Как вы себя мотивируете? Этот вопрос, знаете, мне задают, наверное, люди, которые знают меня чуть больше и знают, что я не получаю, да, каких-то там гонораров, каких-то зарплат, которые бы могли меня держать, да, и мотивировать на дальнейшее занятие, на дальнейшие победы. И вот я сама себе задаю этот вопрос, а что меня мотивирует? И я понимаю, что мне не нужна какая-то специальная мотивация, не нужен пинок, мне просто нравится это. Мне просто заниматься армрестлингом нравится, мне нравится бороться, поэтому я хочу бороться, я хочу это делать хорошо, блестяще. Поэтому, наверное, это и есть самая главная мотивация, эмоции, которые я там получаю. Мне не нужен какой-то пинок, то есть я это делаю с удовольствием. Самый запоминающийся в вашей карьере поединок. Если у вас такой, если есть, то расскажите о нем. Вот я задумалась, да, и понимаю, что раз мне сложно вспомнить, а такого поединка нет. Но есть такой очень яркий момент, я очень хорошо помню, он прям запечатлелся в моей памяти. Это момент, когда мне присвоили звание заслуженный мастер спорта России. Я вот даже сейчас заулыбалась, да. Этот момент очень хорошо запечатлился в моей памяти. Я помню, получила сообщение от Димы Кока о присвоении, о приказе. Я тогда первым делом позвонила Сергею Федоровичу, потому что это человек, с которым мы вместе прошли этот путь, который очень много вложил сил и любви, можно сказать, к нам, к тому, что мы достигли. Если бы вы вернулись в прошлое, что бы вы поменяли в этой жизни? Знаете, я отношусь так к жизни, что каждый момент, который нам дается, он дается для чего? Каждая трудность – это определенное испытание, которое мы должны пройти, и ничего не дается просто так, и если нам что-то дано, значит, мы должны пройти этот опыт. Главное подчеркнуть для себя моменты, главное там, не повторять ошибок, а так, чтобы прям вернуться и исправлять, нет, я бы, наверное, ничего не стала исправлять. Что вы больше всего цените в мужчинах? Каким он должен быть, по-вашему, настоящий мужчина? Знаете, вот я уже говорила, повторюсь сейчас еще раз, для меня есть такое определение мужчины – это сила. Сила мужчины. И эта сила не только физическая, это сила доброты, сила принятия решений, сила поступков мужчины, сила ответственности. Вот
все вот эти качества я вкладываю в одно понятие сила. И сильный мужчина, то есть он в очень многих аспектах показывает, да, насколько он может, насколько он ответственен. И вот это для меня ценно. Как вы относитесь к поп-арму? Это когда проводят шоу, турниры, выходят бороться не профессионалы, а блогеры, спортсмены из других видов спорта, девушки против мужчин и так далее. Это может популяризировать наш вид спорта, или же вы за спортивную составляющую соревнований? Почему мы вас не видим в данных шоу-турнирах? Если бы вас пригласили на такие шоу-турниры и условия вас устроили, вы бы согласились? Знаете, как я скажу, вот меня достаточно часто просят там различные бары, различные шоу, торговые центры, да, организовать какую-нибудь подобную движуху, я бы так это сказала, но у меня есть какое-то вот внутреннее отторжение, знаете, спорт, армрестлинг, это не просто человек, который ставит руку, да, там и борет, это судья, это определенные правила, это форма одежды, и вот все вот эти составляющие, это есть армрестлинг, то есть знаете, вот боксеры же не подходят на улице, не говорят, а пойдем побоксируем. Они сразу понимают, да, что получится. Вот я, например, да, как спортсмен, я считаю, я несу ответственность за обычного человека, который подошел побороться вот так на соревнованиях, который не знает опасных положений, который не знает, что может быть травмирован. И потом наш армрестлинг становится травмоопасным для всех, хотя не такие частые у нас травмы, как бы не больше, чем в других видах спорта. Потом армрестлинг становится какой-то вот такой барной борьбой, да, когда в рубашках с засеченными рукавами, это, я считаю, это не красит наш вид спорта, потому что спорт это, то есть это определенные правила, как и в любом спорте. Так сказать, сделать шоу, там, спортсмены, блогеры, кто-либо еще, возможно, разные виды спорта, но это должно быть подготовлено, это должно быть красиво, это должно быть заранее спланировано. Да, наверное, это будет красиво, это, знаете, как шоу-рестлинг. Вот что-то подобное, это было бы красиво и интересно, да. А вот такая просто борьба в торговых центрах с засеченными рукавами, с людьми, которые не знают правил, я не считаю это нужным, не считаю, что это делает наш вид спорта популярным. Потому что идет отношение не как к спорту, а вот именно вот к такой какой-то барной борьбе. Так, самое слабое место Екатерины Никишевой. Слабое место? Вы знаете, я даже не знаю, это мое слабое место и сильное место. Наверное, это моя доченька теперь, которая дает мне силы, и глядя на нее, да, я не могу, например, ее там надолго оставить, там, броситься на соревнования, да, поехать, оставить, потому что она для меня важнее всего, и это для меня даже не обсуждаемо, это в большом приоритете, возможно, это можно называть моим теперь слабым местом, но я опять же говорю, это мое самое сильное место. Следующий вопрос. Олег Жох. Это больше упорства и труда или больше генетики? Олег Жох, да? Генетика или труд? Знаете, я не буду судить, больше это генетика или труд, потому что только Олег знает, да, сколько сил он вкладывает в свою подготовку, насколько легко это ему или сложно дается. Но, наверное, все-таки есть какая-то составляющая, потому что я думаю, если бы это был полностью работа, да, и труд, то Олег бы выступал и на второй руке. Там, возможно, не так успешно, да, потому что у нас есть у всех спортсменов, там какая-то рука бывает сильнее, слабее, одна лучше борется, другая хуже, но в том, что как бы он совсем не выступает на ней, о чем-то говорит. Ну и лучше, наверное, спросить этот вопрос у Олега Жоха. И если он ответит на это честно, вот это будет самый главный ответ, самый честный, самый правильный. Так, ваши планы на ближайшее время. Планы на ближайшее время, я думаю, вопрос касается армрестлинга, да? Потому что очень много вопросов по этому поводу, там, когда я буду бороться, когда я вернусь. Были даже бурные обсуждения. Знаете, я сейчас не строю планов.
Вот у меня было, я построила план, да, собиралась бороться в Омске, у меня там был армфайт с Ольгой Шлижевской, я согласилась на этот армфайт, причем с огромным удовольствием, когда мне позвонил Сорока Сергей Николаевич, Александр Анатольевич Филимонов, когда предложили мне этот армфайт, я с огромным энтузиазмом взялась, хотела бороться, но так сложилось, что я дала согласие, у меня доченька еще тогда совсем маленькая, была буквально 3 месяца, и у меня не получилось подготовиться, то есть у меня дочь очень привязана, и она не оставалась буквально ни с кем, ну, соответственно, у меня не было подготовки. Ну и отказать, если я уже дала согласие, я просто не могу взять и отказать. То есть человек-то готовится, то есть вот я там запланировала, вот о чем я говорю, что я запланировала, я хотела бороться, мне хотелось хорошо выступить, но не получилось. Не получилось, поэтому сейчас, знаете, я постараюсь приехать на чемпионат России. Мне хочется подготовиться к этому турниру, посмотреть свои силы, потому что все-таки 2 года у меня, можно сказать, не было совсем тренировок. Это, то есть там год в декрете, то есть год беременная, да, была, к доченьке сейчас год и 2. И вот это все время у меня не было там серьезной подготовки. Только сейчас я пытаюсь как-то наладить свой режим. Периодически прихожу в зал, то есть не всегда это по плану, не всегда это по режиму, как есть, и мне хочется выступать, мне хочется бороться. Я говорю, да, я люблю этот вид спорта, независимо от того, что, знаете, кто-то сказал после Омска, типа, зачем ты поехала, ты уже чемпионка, да, и ты там портишь свое имя. Да не в этом дело, мне просто нравится, я хотела побороться, и в любом случае я приехала и поборолась. Пусть это было там не какое-то блестящее выступление, но я заняла призовое место, борясь с сильными спортсменками. Это уже хорошо, я получила эмоции, которые я хотела. Дальше я буду искать возможности просто тренироваться, но опять же, мой ребенок, моя доченька для меня важнее всего, и она в приоритете. Все остальное это уже, так сказать, мои желания, которые будут исполняться по мере возможности. Так, и еще один вопрос. Некоторые из подписчиков пишут нам, что инвалидов-спортсменов не стоит показывать, они вызывают неприязнь и брезгливость. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет, может быть, они правы. Вы знаете, но я не хочу судить за всех, у каждого, наверное, свое восприятие, свои какие-то там жизненные понятия и принципы, но у меня такие люди вызывают просто неимоверное уважение и, знаете, здоровые. Не каждый поднимает свою 5-ю точку и находит кучу причин, кучу отговорок и проблем. А эти люди берут, делают. И это просто огромнейшая сила воли, труд. И мне кажется, такие люди только мотивируют и показывают, насколько безграничны человеческие возможности, когда есть желание. Поэтому у меня только уважение к таким людям и огромный респект. 5 спортсменов, которых вы отметили по итогу прошлого года, независимой половой федерации, назовите их, почему вы так считаете? Вот знаете, я не смогу сказать каких-то 5 спортсменов, во-первых, потому что последний год я не так, я никогда особо, я люблю наблюдать на соревнования, внутри соревнований, я люблю в них участвовать, а вот так вот следить за всеми, кто с кем где поборолся. Я не смотрю, редко очень смотрю интервью, очень редко смотрю какие-то поединки после, поэтому мне очень сложно судить. Мне очень сложно судить и назвать каких-то героев, поэтому я не буду даже этого делать. Вот таким у нас получился разговор с Екатериной Никишевой. Пишите свое мнение об увиденном в комментариях. Ставьте лайк, если понравился сюжет. И обязательно поделитесь этим роликом у себя на страничке. Для меня это важно. Подписывайтесь на канал, ведь совсем скоро вас ждет новый выпуск. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан.